Let's see this focaccia al rosmarino. Wow, looks so good and delicious. Buon appetito con questa focaccia al rosmarino. Фокачча – это знаменитый итальянский хлеб. Готовится очень просто. Вот все, что нам понадобится: мука, дрожжи, соль, обычная вода и оливковое масло. Вот оливковое масло делает хлеб фокаччей. Здесь у меня 700 грамм муки высшего сорта. Добавляю 10 грамм обычной соли. Обязательно перемешаем. Пачку сухих дрожжей. Здесь у меня 7 грамм. Тоже перемешаем ложкой. Добавляем воду и замешиваем тесто. Здесь у меня обычная вода. Воды у меня было 500 миллилитров. Может понадобиться чуть больше. Это уже сами вы посмотрите. Может быть 550. 500-550 должно быть нормально. Конечно же, это зависит от того, насколько ваша мука впитывает воду. В зависимости от того, какой температуры вода, которую вы добавили во время замеса теста, тесто будет подниматься медленнее или быстрее. Если вы не торопитесь, замесите тесто прохладной водой и дайте ему медленно расстояться. Но результат будет лучше, вы заметите. Если во время замеса теста вы чувствуете, что не хватает воды, добавьте столовую ложку или 2, чтобы получилось вот такое мягкое тесто. Посмотрите, вот такое мягкое, хорошее тесто. Для того, чтобы получилась прекрасная воздушная фокачча, я вам рекомендую использовать вот такую форму, если она у вас есть, вот такую посуду для выпекания. Что в ней особенного? Видите, она немножечко высоковатая, для того, чтобы у теста, у фокаччи было место, куда расти. Как вы помните, я замесила тесто из 700 грамм муки, и вот эта вот посуда прекрасно подходит для этого размера хлеба. Размером вот эта посуда 25 на 35 сантиметров. Если нет такого, тогда берите обычный противень и готовьте там. Тоже получится неплохо. Что делает фокаччу фокаччей? Вот оливковое масло. Посмотрите, здесь у меня 50 миллилитров оливкового масла. Сюда же переносим тесто, которое мы только что подготовили. И теперь руками вот так вот равномерно распределим это тесто по оливковому маслу. Можете перевернуть, чтобы тесто хорошо прямо впитало оливковое масло в себя. Посмотрите, вот прям оливкового масла должно быть вот так вот много. Теперь накрываем эту посуду, оставляем минут на 30-40, и затем я вам покажу следующий шаг. 40 минут прошло, и теперь смотрите, нам нужно сложить вот это тесто. Что мы делаем? Поднимаем, смотрите, какое чудесное тесто. Растягиваем, насколько возможно, и перекладываем на другую сторону. То же самое с этой стороны. Поднимаем, насколько это возможно, вытягиваем и накрываем сверху. И по бокам мы проделаем ту же процедуру. Вытянули, насколько можно. И эту сторону тоже вот так растянули, накрыли. Теперь переворачиваем и пальчиками вот так вот опять по всей поверхности постараемся распределить вот это тесто. Видите, оно как бы утопает в оливковом масле. И вот это вот и есть секрет приготовления хорошей фокаччи. И, кстати, с этим тестом очень приятно работать. Вот так вот, посмотрите, пальчиками можно делать вот такие углубления. Это самое то для фокаччи. Теперь опять накрываем и уже на этот раз оставляем на пару часов, может быть и больше, в зависимости от температуры на вашей кухне. Тесто очень хорошо должно подняться, и плюс еще на нем будут пузырьки. Не торопитесь, пожалуйста. Все хорошее требует времени.
Прошло 2,5 часа, и посмотрите, как теперь фокачча выглядит. Посмотрите, пузырьки образовались, и тесто увеличилось в объеме. Самое время печь этот хлеб. Сегодня я обсыплю фокаччу крупной морской солью и добавлю также розмарин. Этот розмарин растет у нас в горшочке на балконе. Франко очень любит розмарин. Также можно добавлять сюда и вяленые помидоры. Итальянцы любят добавлять в фокаччу. И оливки можно добавить. Главный принцип приготовления вы поняли. Выпекаем в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 25 минут. Но, конечно же, смотрите по своей духовке всегда. Ровно 25 минут пробыла фокачча в духовке. Посмотрите, как она теперь чудесно выглядит. Давайте вот так аккуратно переворачиваем. Горячая очень. Аух! Посмотрите, как она снизу хорошенько пропеклась. И посмотрите и с этой стороны. Знаете, итальянцы еще любят и сверху чуть-чуть оливковым маслом обрызгать. Посмотрите, какая она. Слышите, какая хрустящая? А если вы добавите чуть-чуть оливкового масла, то оно будет немножечко помягче. То есть это уже на ваше усмотрение. Let's see this focaccia al rosmarino. Wow, looks so good and delicious. Buon appetito con questa focaccia al rosmarino. Una bella croccante e soffice. Fantastic. Bellissima. Франк уже попробовал, он обожает фокаччу. Давайте сейчас я вот так разрежу пополам. Еще горячая, вы видите, отходит пар от этого хлеба. Но, честно вам скажу, нельзя удержаться, такая вкуснятина. Посмотрите, какое мягкое, пушистое, посмотрите. Ну, обязательно надо попробовать и приготовить. Приятного, чудесного вам аппетита! И, кстати, живя в Лондоне, конечно же, я подумала, а почему бы не показать прелесть этого города нашим зрителям. Так что обязательно досмотрите до конца и затем прогуляйтесь по красивейшему городу Лондону.